Всем привет, друзья! Ну, как и обещала, цены в Каррефуре. Сейчас вам покажу, сколько стоят сейчас продукты и не только. Сегодня по ценам мы будем ходить с сыном, с Алмазом. Зашла я в Каррефур в городе Селивке. И проживаем мы тут уже 1,5 года. До этого 1,5 года проживали в Газипаше. В Турцию переехали с 3 детьми, кто на канале впервые рассказываю. И работает у меня муж на Аккую сейчас, поэтому мы сюда переехали именно в этот город, потому что он рядом с его работой. Ну и я работаю удаленно. По поводу удаленки можете писать мне в комментарии, либо переходить по ссылке. В описании я оставляю ссылку. Там так и написано по поводу удаленки. Так, сын уже куда-то убежал. Ну, а мы сегодня вышли на улицу и просто офигели. На улице 27 градусов тепла. Мы успели уже погулять. Прогулялись мы с ним во дворе. Мы уже успели погулять на площадке. Вообще прям в спреле. Покушать успели, кстати. Вот на улице прям обалденная погода, 27 градусов. А покушать мы заехали в кафешку местную. Сейчас покажу вам. Этот кафе вкуснее, чем Кафе недалеко от вот этих вот детских площадок, где мы обычно гуляем. В общем, купили мы в этот раз вот это вот зюрна кашарлы с сыром. Нам сказали, там вот видите, 2 нарисованы. 130 лир стоят. Нам сказали, что они длинные, и поэтому они их делят на 2. То есть получается, вот нам, я сейчас уже наелась, поделили большую одну, длинную на 2. 130 получается. С Азаркой мы ели нормаль донер. Он мне больше понравился, если честно. Здесь вот добавляют картошку. Я поняла, что мне не нравится в местном донере. Это именно вот картошка. Картошка и огурцы соленые вот добавляют. А вот в этот нормаль донер добавляют чисто овощи. Там помидоры, огурцы, салат и мясо. И он мне вот больше понравился. Он больше похож на нашу шаурму. А вот, кстати, тут даже телефон есть. Я видела, что на заказ делают, но Алмазу очень сильно понравилось. Самое главное, Алмаз не любит с помидорами, так что мы хорошо, что взяли такой, потому что он бы сидел бы тут и убирал бы вот эти помидорки. А Зальке нравятся помидорки, поэтому в тот раз мы молодцы, раз что тот купили. Короче, сейчас поедем в Каррефур. Короче, мы сегодня гуляем. И по ценам я вас ориентирую заодно. Короче, Алмаз объелся. Когда мы сюда заходили, он говорит: мам, ты мне еще кукурузу купишь? Я говорю: ладно, давай сначала покушаем. Нет, давай, говорит, сначала купим кукурузу. Я говорю: нет, давай все-таки сначала покушаешь. Я говорю: сейчас у него спрашиваю: кукурузу будешь? Будешь кукурузу? Объелся, короче. Точно кукурузу не хочешь? Такие кукурузы продают в таких стаканчиках рядом с игровой площадкой этой, где мы играли. Ну и давайте посмотрим, вот, допустим, с овощей и фруктов. Да, в Каррефуре иногда бывают такие как бы цены более-менее адекватные. Например, картошка вот 19 лир. Ну, я думаю, что это дороговато. Лук 29, почему-то, мне кажется, тоже дорого. А чеснок 229 за килограмм. Ну, в принципе, такие вещи можно и в овощной лавке или на рынке купить. Вот. Дальше двигаемся. Лимоны 42. Тоже, мне кажется, дороговато. Но бывают вот всякие по акции. В данный момент груши вот по акции по 49 лир. Короче, огурцы, помидоры здесь тоже, я так смотрю, не дешевые. Томаты 44, огурцы 69. В принципе, даже за дешевле можно купить. Вот. Пока что не совсем выгодно получается. А вот смотрите, апельсины по 29 лир. Вот это можно взять. Сейчас, кстати, везде цветут апельсины, мандарины. То есть они уже вот эти вот, получается, собрали и держали где-то. Ну, то есть это уже апельсин сезон заканчивается. Получается, только они цвести начинают. Поэтому везде аромат жасмина, очень вкусно пахнет. Вот не представляете, на улицу выходите, а у меня еще сад там во дворе, и прям запах, аромат этот, там лимоны, апельсины, то есть цитрусовые цветут, и оно пахнет очень сильно похоже на жасмин. Вот реально. Вот, кстати, из этих можно сделать сок. Наверное, даже возьму.
общем, взяла килограммчика 2-3 апельсина. Этот у нас для сока будет. Я, конечно, не должна говорить рядом с турками это слово, но я рассказываю вам, поэтому приходится говорить. Короче, смотрите, что вычитала. Вашингтон написано, не знаю, правда, нет. В общем, мне муж сейчас звонит, говорит, давай, говорит, на выходных пойдем на море, говорит, буду купаться, открывать сезон. Раз такая жара, а на выходные вообще обещают там больше 27 градусов. Короче, я посмотрела, пока вот такие, да, прогнозы теплые, но как будто бы в конце месяца будет холодно. Не знаю, короче. Но он всегда в марте открывает, ну а мы в апреле только с детьми начинаем купаться. Вот такие дела. В конце марта еще будут праздники. То есть заканчивается месяц Рамазан, и все будут праздновать, все будут отдыхать. Возможно, мы тоже куда-то поедем. Вот. Перец, смотрите. Перец стоит 106. Красный перец, в принципе, нормально. Ну, за 100 где-то я и покупала. А на рынок я ходила, 80 лир стоит. Морковка стоит 24 лиры. Кстати, вот да, на рынок ходила, появилась хурма. Я, кстати, сейчас тоже где-нибудь хурму, наверное, возьму. Предыдущие ролики смотрите, там мы на рынок ходили как раз. Нет, сидеть не надо, пошли дальше. Вообще, я тут всегда захожу за рыбкой. Потом подойду туда, вот там стоят люди, рыбку можно будет купить. И смотрите, яблочки по 39 лир. Тоже хорошая капустка, в принципе, тоже недорогая, 22 лиры. Лимон 42, дороговато. Но цитрусовые заканчиваются, поэтому, наверное, дороже будет сейчас становиться. Так, здесь еще в Каррефуре можно найти мороженое. Такое, какое мы любим. Пломбир. Но он здесь дороже даже самого вкусного мороженого. Вот, например, смотрите, сколько стоит у вас пломбир. Пожалуйста, один пломбир 70 лир. Когда-нибудь ели за 200 рублей? Пломбир. Или вот такой, например. Я сама тебе дома сделаю. Правда, не из-за этого, но я уже давно научилась делать дома мороженое и делаю детям мороженое сама. Но иногда покупаем, конечно же. Так, смотрите, юмурта написано 10 штук, 89 лир. И большие 99 лир. Так, а здесь получается 172 лиры. Вот, такие большие 30 штук. Так, сахар 5 килограмм стоит 174 лиры. Здесь у нас всякая заморозка. Есть вот пицца, выпечка, картошка фри, семитики есть. Вот, цены, если что, можете поставить на стоп-кадр и посмотреть. Чернику забыла, кстати, показать. Смотрите, какая крупная черника. Вот, 109 лир. Не черника, а как она, голубика. Сын у меня очень любит, младший. Но покупаем мы ее редко, потому что дороговато. Йогурт. Смотрите, йогурт. 2 килограмма йогурта стоит 109 лир. Лира сейчас где-то 2,5, наверное, 250 рублей получается. Сколько у вас стоит 2 килограмма йогурта? Так, хочу показать, что есть сюзьмой йогурт. Вот такой вот, он похож на сметану. Вот, 7%. Есть 900 грамм, вот, сюзьмой йогурт. Это, наверное, они есть, 143 лиры. То есть вот 900 грамм сметаны. Сколько у вас стоит? Обычный йогурт 750 грамм, 62 лиры. Вот такой вот маленький йогурт 350 грамм, 33 лиры стоит. Есть вот каймакле, тоже он как бы густой. Килограмм вообще стоит 82 лиры всего лишь, вот килограммчик. Айранчик, смотрите, литр стоит 35 лир. Есть вот стаканчик 7 лир. Йогурты вот такие вот еще есть со вкусом, но я не советую вот такие брать. Они такие прям ароматизированные, что не нравится мне вот прям аромат. Киндер-пинго есть, пожалуйста, за 17 лир. Когда мы сюда только переехали, оно стоило копейки. Что-то там 3 лиры, что ли, 1,5 лиры даже помню. Сливки по 36 лир. Разные сливки. Есть вот пожирнее 59 лир. Есть растительные вообще по 25 лир. Уговариваю сына не покупать со вкусом. Они с ароматизаторами. Еще они стоят 82 лиры килограмм. А этот без ароматизатора, натуральный написано, с пробиотиками, 66 лир всего лишь. Ну, тогда не будем брать, потому что с ароматизатором я тебе не куплю. Смотрите, сыры есть. 600 грамм
179 лир. Ну-ка покажи. А голубой это с чем? Безлактозный, с пробиотиком. Ну ладно, бери этот. Самое главное, что шекерсис натуральный. На, поставь сюда. Поставь. Такой? Да. Так, смотрите, сливочное масло еще здесь вот сейчас подорожало очень. Цены нету. 591 вот за килограмм написано. Есть за 369. Это обычно... Это что? Менген. Ну, типа со скидкой, возможно. Но это недорого так-то. Ну, у нас дома полно. Сливочное масло как бы... Цена примерно такая за килограмм. А сыры за 600 грамм 129 лир, 179 лир, 169 лир. Сыры очень разные. Вот. Есть сюзме сыр, вот такой вот. Там внутри водичка. Типа творожного. Стоят они по 200 лир. Амас, не открывай холодильник. Есть вот тост пинир для тоста. 254 лиры. Так, еще что есть? Вот такие вот сыры сразу нарезные есть. Смотрите. Вот такие 500 грамм нарезанные 216 лир. Что еще показать? В общем, сыров очень много. Лабне вот 180 грамм 60 лир. Есть вот там ягла ТЗ пинир 43 лиры 200 грамм. Вот такой вот к завтрачку. Очень вкусно будет. И еще есть вот иски кашап. 350 грамм мы его берем, 139 лир он здесь стоит, да? 177 есть другой фирмы. И это пармезан, короче. Ну и вот такие вот всякие сыры мы тоже кушаем, любим. Вот. Пока мне не надо, дома есть. Так, сыры нам не нужны сегодня. Из всяких вкусняшек мясных я бы, наверное, вам порекомендовала вот такой пастермак. Мы начали покупать. Да, она как бы дорогая, 277 лир, но вот такое мясо, и его с яичницей утром пожарить прям обалденно. Да, конечно, всего лишь 75 грамм, но 277 лир. Как бы цена такая, но вкусно. Вот, сосиски есть разные, но они все не похожи на наши сосиски и очень дорого. Вот такие сыры я люблю. Это вот... на пиццу хорошо ложить, вот такие всякие, как косичка, вот такие мне тоже нравятся. Это такие, как бы, как плавленые идут тоже. Вот этот вот сыр тоже вкусный, бургу. Вот, есть вот такие недорогие, фуме называется, тоже нарезанная колбаса, но там тоже есть консерванты, к сожалению. Вот их как бы много. Так, тут еще есть, вот смотрите, вот такая вот кавурма, тоже, кстати, не дешевая. Сколько-то, 100 лир, что ли, она стоит? 125, смотрите. Вот, к яичнице тоже хорошо, но здесь, конечно, всего чуть-чуть. На тушенку нашу похоже очень. Так, смотрите, кола есть. Кола недорогая, дешевая. 39 лир за полторашку. И 60 лир за... Сколько здесь? 2,5 литра. Вот такие цены. Фанта примерно так же стоит, спрайт. Вот. И раз уж я сюда подошла, я хочу взять рыбки. Рыбка чупра 299 лир, самон 229 лир за килограмм и леврек есть. Я больше всего полюбила леврек, хочу взять леврек. Они сами чистят, и я сейчас возьму парочку. Мазик у меня очень просит пепси. Я очень редко такие вещи покупаю, но я сама люблю пепси. Колу мы не будем брать. Пепси большая, очень большая будет, мы не донесем. А вот такая полторашка, смотрите, какая удлиненная. Стоит 40 лир, возьмем, наверное. Очень хочется. К рыбке. Короче, рыбку я заказала, мне почистят. Ты хочешь фанту? Ну вот, ну давай тогда. Че уж не поделаешь ради ребенка. Давай возьмем фанту, поменяем. 39 лир стоит. На лиру дешевле. Хотя мы апельсины взяли. Может, пепси возьмем? Может, пепси возьмем? Фанту хочешь? Ну ладно, давай берем фанту тогда. 5 литров масла подсолнечного 305 лир стоит. Вот здесь вот замороженные можно взять мидии, всякие рыбные котлетки. Вот есть корридос, только я
Не знаю, кто это все покупает, потому что это все есть на рынке рыбном. У меня на канале есть и такие ролики, кому интересно, смотрите, проходите там про рыбный рынок. Я показывала, что сколько стоит. Там, ну, очень дешево рыбка стоит. Но здесь у нас близко, поэтому здесь как бы и со скидкой или в рек дешево выходит. Ну и как же Турция без всякой пасты, ореховой, шоколадной. Короче, я в своем сообществе скидывала пасту, которая мне очень понравилась. Она при этом была недорогая, но что-то я ее последний раз, не помню, когда уже видела. В А101 она продается. Кому интересно, в сообщество заходите, там прям вот фотографии есть, ниже листайте. Ну, а нутелла, например, стоит сколько? 750 грамм 219 лир, 950 грамм вот другой пасты 165 лир, 400 грамм 80 лир. Вот. Есть арахисовая просто паста, смотрите, 69 лир, 350 грамм. Так, моя рыбка готова, получается килограмм 70, две рыбки, 349 лир. Это еще и со скидкой, по 299 за килограмм. Мед 99, 125, 179. Но я скажу вам, мед здесь не такой вкусный. Вот есть подороже мед. И то мы его пробовали. Мы весь мед здесь и на рынке покупали, пробовали. Ну, нам не зашел. Он не такой, как наш. Он какой-то слабенький. А оливки, вот я люблю вот такие на гриле. Но люди пишут, что лучше покупать на рынке. Есть вот черные оливки, есть зеленые оливки. Это все оливки. А еще есть вот такая вот халва на разный вкус и разный граммовка разная. И, конечно же, пекмес. Вот. Пекмес 390 грамм, 94 лиры, 800 грамм, 170 лир. Это вот, например, из винограда пекмес, а есть вот из, кэроба. Вот. Есть вот из карадут, из шелковицы. То есть пекмесы тоже очень-очень разные. Тахин мне писали, что это из кунжутных семечек. Типа очень полезно. Да, вот. И они смешивают пекмес с тахином и типа кушают так. Очень вкусно, сказали. Ну вот подписчики написали в комментариях. Надо, конечно, попробовать. Пока я с ребенком не особо сегодня решила тариться. То есть рыбка, апельсины, фанта уже много. А я еще хочу во фруктовую лавку заехать, купить фрукты и овощи, какие у нас нету. Вот, кстати, акция хорошая. Калево, майонез и кетчуп со скидочкой. В общем, получается 1150 грамм. А по отдельности по 550 получается миллиграмм, что ли. В общем, но я купила уже в шоке, поэтому здесь брать не буду. Орешки есть вот на развес, килограмм 179 лир. Мне написали, что всем интересно все, поэтому снимаю все, весь шурум-бурум. Даже сказали снять, что им все нравится, поэтому показываю. Есть вот сухофрукты, изюм, хурма, вот инжир, то есть, а это что? Это изюм тоже. Сколько? Давайте покажу. 170 грамм 60 лир, 125 грамм 106 лир, 100 грамм 41 лира, 34 лиры. Кстати, я вот чуть дальше там еще покажу. Мы там покупаем карадут сухой. Так что здесь я беру каррефуровский, именно беру обычно. Так, смотрите, вот такая штука есть, продается. Это для сладких всяких поделок. Я так понимаю, дубайский шоколад тоже вот с помощью этого готовят, да, внутри заполняют. Плюс там паста не миндальная, а фисташковая. Вот. Так, печеньки 59 лир, 250 грамм, смотрите, какие. И идем дальше. У меня тоже ребенок с ума сходит. Что хочешь? Руки помыть. Может, салфетки тебе дать? Тут нету ведь. Давайте салфетки-то. На, открывай и руки протирай. Хорошо, руки протирай, давай. Так, чай. Килограмм чая, смотрите, со скидкой. Эфор Ризе чае 129 лир. Нет, не будут. Открывай, не будут. Умница ты. Так, смотрите, молоко есть вот такое еще в коробках, да, но мы такое не берем.
Понятное дело, что раз оно не в холодильнике, значит, туда напихали всего всякого. И хоть и написано натурал, ну, лучше не брать. Лучше перестраховаться, потому что не зря оно здесь в пакете стоит. Сколько? Молоко все-таки, оно должно портиться, поэтому всякие вот такие штуки есть. Сухой завтрак. Пожалуйста, каша. Кстати, недорого. Это емушак. Мы берем вот такой. Обычно 50 лир. Не помню, за 60 вроде брала. Смотрите, здесь дешевле даже, чем в сетевом. Но я уже купила. Вот. В общем, вот эта каша, она мягкая. 500 грамм, да, идет. А это вот она твердая, 50. 500 грамм, кстати, хорошая. Что-то кажется, что это как будто не про это. Здесь же 500 написано, а здесь 350 грамм. Странно. Возможно, напутали ценники. Ну, ладно. Несквик, пожалуйста, тоже по ценам можете посмотреть. Ставить на стоп-кадр. Ну, в общем, здесь сухой завтрак. А здесь опять молоко. Есть вот, кстати, молоко, кто любит. Кокосовое, миндальное. Тоже вот литр 144 лиры. Протеиновое 49 лир. То есть вот такие вот тоже есть напитки. Дай сюда, дай. Вот, кстати, нам надо... Так, это что? Это буздолаба пашете, это слофановые пакеты. А нам надо купить этот для духовки. Хозяйственные товары, кстати, заснимите, сказали мне, попросили. Ну, давайте покажу. Смотрите, здесь всякие вот такие универсальные средства встречаются, которые и для пола, как будто бы и для стекла, и для всего. 29 лир написано. Вот, есть вот такие вот юзейки мизлиджи, чичи-кокулу. Ну, средства для очищения написано 41 лира, 1,5 литра. Ну, типа для аромата чичи-кокулу, чичек цветочного, короче. Но вот они, кстати, вот даже лифты, когда у нас моют, такой аромат постоянно выходит вкусный. То есть вот чем-то они моют, и, возможно, даже стоит что-то из этого попробовать. Вот еще есть за 49 лир. Каррефуровское средство литр. Вот, Фейри, смотрите. 1,5 литра Фейри стоит 250 лир. Это вот для одежды, для стирки. 1,5 килограмма 151 лира. 127 лир. Вернель 114. Прил, кстати, для посуды 89 лир. Алмаз, иди сюда. Потому что надо с той стороны идти. Корзинку не забывай. Туалетная бумага, смотрите, 32 штуки, 169 лир. Стаканчики, 29 лир. Один стакан, смотрите. Такой вот. Очень хрупкий, кажется. Даже сковородки продают здесь 219 лир. Пожалуйста, 329 лир. Мне сказали, снимайте все. Вот я и снимаю все по порядку. Смотрите, здесь вот Domestos. Алмаз, далеко не уходи, иди сюда. Иди сюда, далеко не уходи. 1850 миллилитров, 89. Потом АС, это для стирки. Чем Маша рисую? Это для какой стирки? Ну, похоже, для машинной стирки тоже подходит. 62 лиры стоит 2 литра. Такие доместосы по 57 лир, 49 перос какой-то, 57. О, розовый доместос я еще не видела. Кстати, доместос тоже мне надо купить. Короче, надо пройтись по таким вот вещам тоже. Некоторые вещи я здесь покупаю, а некоторые вещи я покупаю в своем интернет-магазине Atomy. Мне там нравятся порошки листовые. Они всего лишь весят 150 грамм. Вот, например, да, даже можно по цене, да, посмотреть. Например, да, вот я раньше покупала вот такой. 5,5 килограмма брала. 373 лиры стоит, да. Во-первых, он тяжелый. А я покупаю за 300 лир. В интернет-магазине приносит прям домой. На 32 стирки хватает. Но если вы стираете до 5 килограмм, ой, больше 5 килограмм. Если до 5 килограмм стираете, вы вот эти 32 листа делите пополам. То есть хватает на 60 чем-то стирок.
и стоит дешевле, чем это. Представляете, да, насколько выгодно? И они 150 грамм всего лишь весят, они такие легкие очень. Я его обычно покупаю всегда. Вот, даже вот, ну вот персил 5 килограмм, 33 стирки. Там тоже за 300 лир 32 стирки. Но, как я и говорила, здесь надо много ложить, и здесь еще воняет он. А то, что я беру там, оно не воняет. И там все эко, со сертификатами, поэтому, не знаю, я доверяю больше вот Атоме, поэтому я беру там. Ну, и мне как-то удобнее, не надо таскать вот это все. Что я еще там беру? Я там беру для мытья посуды, например. Я здесь не беру вот эти вот, которые, как они называются-то? Я уже забыла название, потому что я их не покупаю. Прил, вот эти всякие, фейри, я их не беру. Я беру, короче, за 199 литр большой, и разбавляю, и на почти полгода хватает он у меня, представляете, да, для мытья посуды. Их, кстати, можно, с ним вот с Атоме можно мыть даже посуду детскую, поэтому я за вот такую, как бы, во-первых, экономию, во-вторых, за приятную и полезную экономию, поэтому я беру там. Вот, зубные щетки, зубные пасты я тоже, кстати, беру там, поэтому, видите, я особо не показываю вам хозяйственные товары, но давайте посмотрим, например, зубные пасты, зубные щетки, сколько здесь стоит. Например, какие вы используете пасты, ну, даже вот кто живет в Турции. Я, например, использую, ну, вот у меня, допустим, сын даже, он старший, ему 16, он всегда покупал вот такой вот, другие он не берет. Вот, 200 лир получается, да? А здесь 75, сколько, 75 же? Нет, 100 миллилитров написано. Вот, ну 100 миллилитров, в общем, ладно. Я беру в Атоме за 300 лир, 200 грамм беру. Тяжелая такая, большая. И что хорошо, ими можно пользоваться и детям. То есть это опять-таки натуральное, без тяжелых вот этих вот, как они там называются, в общем, в пасте очень такие плохой состав бывает у всех вот этих паст. Я беру у себя в интернет-магазине, при этом я еще там и зарабатываю. То есть кэшбэк возвращается, и я потом могу эти деньги вывести и использовать, и вообще как бы, да. Вот, например, даже на примере, да, пасты хорошей. Если вот брать хорошую пасту, детские щетки тоже беру там. 8 штук щеток, получается, у нас где-то, ну, хватает надолго. Вот, они еще, учитывая то, что они щетинки такие тонкие, получше, чем вот эти всякие щетки. И для взрослых вот эти щетки, они не такие хорошие, как с Атоме. Там тоже щетинки вообще просто обалденные, тонкие, еще покрыты ионом золота. То есть они не задерживают вот эти вот бактерии на щетинках. То есть это позволяет не скапливаться бактериям. Поэтому я беру все там, ну, вот такие вот вещи. Ну и по необходимости беру косметику, там всякие крема, то, что надо. Короче, я там отовариваюсь раз в 3 месяца. И все. И прям с удовольствием, экономно, все полезное покупаю для себя. Так, и дальше. Ну, а туалетная бумага, конечно, и все вот это прочее я покупаю здесь. Говорят, что питание для собак, для кошек очень дорогое. Я не знаю, как бы не могу ни опровергнуть, ни согласиться с этим. Но смотрите, вот, допустим, вот такие вот сухой корм, 200 грамм 69 лир. А для кошек 300 грамм 91 лира. Например, да? Консервы. Консервы, вот смотрите. 93 лиры. Феликс 400 грамм. 94. Пакетики вот эти. Со скидкой по акции 19 есть. Одна штука. Но вискосы 21, допустим. И цены такие. Педигри 400 грамм, 99 лир. Вот такие вот цены. Так, ну а мне нужна для духовки вот это вот, как она, как же она, где же она? Вот бумага, только не такая, мне нужна простая. Вот, по 39 лир в Каррефуровскую я беру для выпечки.
Рис. Рис тоже здесь недорогой. Вот есть за 36 лир, есть за 51 лиру. Есть вот басмати какую-то фирма, какая-то такая необычная фирма, 109 лир. То есть от фирмы еще все зависит. Ну и я здесь покупаю всегда гречку. Вот килограмм 86 лир гречки. Булгур 34 лиры. Чечевица красная 64 со скидкой. Килограммчик. Ну а вообще можно чечевицу, наверное, и дешевле найти. Хотя что-то 98 написано, что-то как будто дороговато. Ощущение, что чечевицу я брала дешевле намного. Ну ладно. Нут, кто вот любит нут. Нут стоит килограмм 84. Зеленая чечевица, кстати, вот есть, смотрите. Говорят, что ее хорошо проращивать. Есть вот фасоль белая, 89 лир, например. Макароны по 22, 24 макаронные изделия. Вот такие вот цены разные. И за 12 можно найти. Вот. Ну, а я всегда стараюсь за 20 чем-то покупать, они как будто бы лучше. Барилла вот по 30 со скидочкой 500 грамм. Бич-пакеты по 18, по 13 лир. Так, здесь майонезы 385 грамм майонеза, 121 лира. То есть здесь тоже зависит вот от фирмы. Например, вот такая фирма 650 грамм, 58 лир. Есть вот такие вот Хайнц. Конечно, Хайнц он дорогой. Паста томатная, говорят, в Турции очень дешевая. Ну, на самом деле дешевая. Вот такая банка, допустим, стоит 35 лир. Большая банка. Еще я хотела показать вам масла. Например, вот литр оливкового масла 268 лир. Тоже смотря какого отжима. Алмаз, иди сюда, Улам, не играйся. 273 есть тут. Вот такие в банках есть. Тариш. 2 литра 539 лир. Вот. Ну, литр примерно 260-300 лир стоит. Нет, это не для игр, это покупать не надо. Для чего? Ну, это для чего? Это для мангала, наверное. Скорее всего, я не знаю. Для чего? Смотрите, мясо сколько стоит здесь. 519 за килограмм. Есть 495 килограмм. Мясо 549 есть. И самое такое вкусное говядина соте называется, 649 лир. А фарш кима 495 лир. Курочку, кстати, здесь продают, смотрите. 122 лиры стоит. Чай тоже здесь есть разный. Например, давайте покажу. Ризе чай 65 лир, 500 грамм. 67 лир, 500 грамм филис чая. Цейлонский чай карифуровский 151 лира за 300 грамм. 500 грамм. Липтон 144 лиры. Вот люблю я Эрл Грей 500 грамм 186 лир с бергамотом. Ризе 500 грамм 117 лир. Килограммовый 189 лир. Липтон килограммовый 264 лиры. Вот. Терияки чая 232 лиры. И филис чая 252 лиры за килограмм. Ну а мы пьем вот такой вот кофе Монарх. Я пью гранат. Вот. В общем, цены вот такие. За 200 грамм 234. Ну а мы по акции купили 100 грамм 99 лир. В шоке акция была. Вот, гранат мы тоже купили 100 грамм в банке такой. 150 лир вроде было. Сахар килограмм 45 лир. 38 лир есть вот, пожалуйста. 2 килограмма 111 лир. Вот, вода. Давайте воду покажу. Полторашка стоит 7 лир. Большая вода стоит где? Где же она? Что-то не найду ценник. А вот здесь вот ценник пишу. Сколько стоит? 23 лиры стоит. Большая 5-литровка. И вот хотела показать. Вот здесь вот очень много всего сушеного. Например, чернослив сушеный. 140 грамм 64 лиры. Я здесь беру карифуровские. Я беру карифуровский карадут. Где он? Не вижу. В общем, карадут написано. Я беру за 29 лир где-то. Здесь вроде ценника тоже нету. В общем, я беру для каши. Тоже где-то вот
130-150 грамм, 29 лир. Добавляю в кашу, очень вкусно получается, прям мне очень нравится. Вот, чипсы уж показывать не буду, и ребенок уже танцует, может даже в туалет хочет, поэтому мы отсюда пойдем и дальше продолжу другие цены в другом месте. Например, сколько же стоит мясо. Ну и какая покупка без мяса? У нас всегда покупка заканчивается вот мясом, мясным отделом. Мне нужен фарш немножко и говядина. Разрезают так, как надо нам. Можно большими кусками, можно маленькими. А еще я попросила фарш. Вот такой вот тут сервис. Так, еще мы зашли во фруктовую лавку. Смотрите, портокал стоит 50 лир. Я купила за 30 с чем-то в Каррефуре. Смотрите, когда мы жили в Газипаше, мы ходили, короче, на обучение турецкого языка. Да, у нас есть законченный А1. Да, мы там экзамены сдали, как бы, и у нас есть сертификат, но я сейчас не об этом. Хотела рассказать, что у нас учительница, это я запомнила, Закия ее зовут, она вот про это говорила, что ей очень сильно нравится, когда вот в кафе готовят вот такую вещь, и типа она очень вкусная. Я пыталась ее как-то, помню, купить, но я обалдела, сколько стоит за одну штуку. Сейчас в последнее время как бы есть, да, вот она сейчас вот на прилавках, и что-то я просто прохожу мимо. Даже не пыталась больше приготовить, как бы, когда увидела первый раз. Сейчас даже не знаю, сколько стоит. Кто готовил вот это, я уже забыла даже, как называется, хотя помнила. Она прям говорила, как называется, что это. И, типа, ее очень вкусно, говорит, когда тебе в кафе готовят, типа, приносят. Вот надо будет как-нибудь попробовать и заказать. Пишите, может быть, кто-то готовит, и если знаете, даже рецептик можете скинуть. У меня есть еще один канал «Простые рецепты», где я закидываю тоже свои рецепты. Может быть, я там даже приготовлю, если получится. Вот, ну, а мы сегодня приехали... Вот, смотрите, лимоны здесь, допустим, 20 лир, да? Здесь дешевле, чем там. В Каррефуре 40. То есть вот таким вот образом цены здесь и распределены. Вообще везде разные цены. Помидоры 35 лир. Говори, что хочешь сказать? Не на камеру, хорошо. Смотрите, вот груши, например, здесь 70. Не помню там сколько было, но типа, там была скидка. Вот, кстати, сейчас пошла хурма, как я и говорила. Вот здесь можно ее купить, но что-то она здесь дороже как будто бы. Как будто на рынке было дешевле. Я, наверное, завтра все-таки съезжу. Завтра у нас рынок. И куплю, и, возможно, даже вам цены поснимаю. Вот. Что еще хотела показать? Гранат. Смотрите, гранат какой. Не очень красивый. Сейчас лучше его не покупать, наверное. Вот, кстати, карадут, который я беру сухой, в кашу ложу. 100 лир. Вот такой вот. Я не помню, на рынке брала тоже на 8 марта вот такую вот коробочку для дочки. Вам рассказывала. Не помню, за сколько я брала. За 60 или за 80. Авокадо 375. Тоже цена везде разная. Я помню, вроде муж покупал за 200 с чем-то за килограмм. В общем, везде цены разные. Здесь мне очень нравятся помидоры. Я здесь всегда беру. Вот они разные. Здесь вот такие. Я сегодня, кстати, их кушала. Вкусные. Вот такие есть, 55 лир. И черри. Это прям моя страсть. И страсть моей дочери. Я на рынке последний раз покупала их. 110 лир за килограмм. Вот. И обязательно я сейчас покупаю вот такой вот рамазан. Как он называется? Икмеге. Очень вкусный. Может быть, он... Рамадан икмеге пиде? Пиде му? Тама. Пиде написано. Но это и есть рамазан икмеге. Смотрите. Вот такой вот я сейчас беру и здесь куплю. У меня еще муж хотел на работу взять. Ему тоже возьму. Огурцы вот мне здесь нравятся. Они, знаете, всегда свежие, не мягкие. И именно вот, не знаю, почему-то все турки говорят, как будто мы русскоговорящие любим пупырчатые. Я не люблю пупырчатые. Мне они здесь не нравятся. Я люблю именно вот гладкие, они вкусные. В общем, я здесь возьму помидоры и огурцы. И обязательно я возьму перец. Хотя, слушайте, перец, опять-таки завтра он будет на рынке всего лишь сколько? Вроде даже 60 или 80 было. А здесь 100. Сейчас спрошу. Не кадар бу? 60 мı? Здесь, значит, тоже возьму. Сейчас здесь возьму, еще и на рынке возьму. Раз 60. 60 говорит. А вот почему-то вот такой вот перец ценится больше. Напишите, кто знает. Почему ценится больше такой? 100 лир. Хотя он тоже, кстати, сладкий, вкусный, да.
Вот, но почему-то мне всегда казалось, что болгарский перец, он дороже должен стоить. Морковка 35, там была, не помню, 25 или 35 тоже. И всегда я здесь покупаю зелень. Смотрите, сколько зелени. Хочется, не хочется. Любой день пришел, здесь есть зелень. Обожаю вот эту лавку. О, смотрите, клубника, кстати. Я сделала, на рынке купила килограмм, нашла за 85 и купила и сделала варенье, друзья, представляете? А вот такое вот крупное я взяла на 8 марта по 150 лир за килограмм. Вот, здесь 160, в принципе, недорого. Бананы тоже я покупала, здесь 85, за 60, что ли, я брала. Но что-то у нас начали портиться, что-то мы не едим сегодня. Я даже блинчики сделала с бананами, точнее панкейки, поэтому брать и не буду точно. И, друзья, на этом все. С вами буду прощаться. Всем желаю хорошего настроения, побольше денег, радости, счастья. И будьте здоровы, пишите свои комментарии. Всем пока-пока.